Христиане, Христос воскресе! Напрасно, может, кто-то думает, что все мы, находящиеся в Царской империи, больны воображением или каким-либо психическим расстройством. Как раз таки мы видим все происходящее намного реальнее, нежели вы. Поэтому и кричим вам, говорим об опасности, о том, что ждет потом. Святая Церковь оставила нам пример революционных гонений. В Московском монастыре братья предавалось страсти и пьянству наравне с игуменом. И когда большевики построили их на площади в надежде заставить их отречься от Бога, бросив на землю крест и Святое Евангелие, чтобы кто хочет жить, наступил на них. И вот из строя выходит игумен и говорит такие слова: «Ну что, братья, жили мы как свиньи, так хоть умрем как христиане». И никто из них не вышел для того, чтобы попрать крест. Всех их потом зарубили шашками. Я это привел для того, чтобы показать вам, что у вас нет времени для рассуждений или глумлений. Святые отцы говорили, что в последние времена спасаться будет очень легко. Господь будет давать венцы только за одно стояние в вере, к чему и мы вас призываем. Приняв антихристову систему, вы сами себя обнажили от благодати, обезличили. Пред Богом вы никто, и звать вас никак. Вы отреклись от Бога, от своего имени, от Родины, от всего святого. Вы согласились стать бездушным товаром, даже если вы сделали это по незнанию, как повиновение власти. Пред Богом вашего имени нету, и, соответственно, по смерти вы пойдете в ад. Потому что в обителях у Бога никого нету. С номером, как бы вы ни оправдывались. Посмотрите, как женщины отстаивают права живого человека. Неужели вас удовлетворяет комфорт бездушного мертвого ящика? Невольно вспоминаются слова священного мученика, что ради суетной чести и славы вы предаете себя в такую погибель. Постыдитесь малых детей и немощных женщин, оказавшихся мужественнее вас, ибо они, доблестно став за своего Бога и Царя, оказались как бы крепкими мужами, а вы, убоявшись временных мук, сделались как женщины и малые дети. Что будет с вами, когда Христос призовет вас на суд свой? Если вы себя не жалеете, пожалейте хоть свой род, потому что по откровению Господь говорил, что если последний человек своего рода не отречется от меня, я спасу его и весь его род. Представляете, как наши родные с надеждой ждут нашего последнего решения, нашего слова, которое навеки решит их участь. Получается, что мы ответственны за их погибель и спасение. Так что никто не оправдается, что не окончил 2 академии и не слышал. Это даже дети знают. Поэтому, чтобы не увидеть на себе, как сбываются Христовы слова, лучше было бы этому человеку не родиться. Послушайте помазанника Божия и поскорее исполните то, о чем умоляет, просит Царская империя. Ведь русским языком сказано: кто не примет царя, погибнет. Иначе спастись невозможно. С Богом!